Юг Приморского края. Конец июля, начало августа 2020 года. Японское море. Открывается вид на поселок Южноморской и главный пляж Молодежка. Смотрим на юг, прямо по курсу и немного левее там находится Япония, километров 700 примерно. Также прямо и немного правее, вот примерно как сейчас смотрим, там расположены две Кореи, северная и южная. Вот до них где-то километров 200 примерно. Открывается вид на мыс Пещерово. Я его прошел весь по периметру от начала до конца. Поднимался примерно вот в этом месте. Крутой подъем, крутой спуск. По морю было пройти почти невозможно. Ну вот Чайка и Баклан сидят рядом. Скалы. Это уже южная сторона мыса. Ну вот я поднялся на эту скалу. Вид сверху. Подъем был довольно крутой. Спуск тоже крутой. Вот поднимался примерно вот в этом месте. Второй раз уже не пойду. Немножко жутковато было подниматься, спускаться. Так что смотрим то, что есть. Баклан. Кстати, баклан — это род морских птиц, которые относятся к отряду пеликанообразных. И баклану в полном смысле слова нравятся обрывистые скалы и море. Вот то, что мы сейчас наблюдаем. Обрывистые скалы, море, бакланы. Если приглядеться, иногда попадаются и чайки. Кстати, интересный факт. Бакланы не могут взлететь с ровной земли. Им нужно обязательно брать разбег. Обычно взлетая с поверхности воды. Но это тоже требует от них больших усилий. Ну вот начало немного штормить. Пошел туман с моря. Погода такая сырая. Но все-таки тепло и довольно комфортно. Вот, с видом на открытое море. Это уже я снимаю в другие дни. Тут уже погода солнечная, довольно-таки жарко. Но тоже вполне комфортно. Вот мы наблюдаем залив Восток. Такой небольшой залив в Японском море. Расположенный западнее города Находка. Вот если прямо смотреть, где-то там вдали находится Находка, город. Залив ограничен мысами Подосенного и Пещерова. Размеры залива относительно невелики. От 6 до 15 километров. Ну, глубина примерно от 15 до 31 метра. Вот снова открывается вид на мыс Пещерово. Это уже прошел больше половины этого мыса. Уже восточная сторона. Вот. Маяк даже какой-то есть там наверху.
скалы. Вот он, залив Восток. В июле 1861 года при исследовании залива Восток экипажем винтового клипера «Гайдамак», которым командовал капитан-лейтенант Пещеров Алексей Алексеевич, была открыта удобная для стоянки судов, защищенная от всех штормов гавань, названная Пещеровым именем своего корабля. Вот как раз за тем берегом и находится бухта Гайдамак, названа в честь клипера Гайдамак. Вид на пляж Астраханка. Все это относится к заливу Восток. Вот мыс Пещерова является западным входным мысом в залив Восток. Назван не позже 1889 года по фамилии командира клипера Гайдамак, капитан-лейтенанта Пещерова, который посетил в 1861 году залив Восток. Это снова у нас пляж Астраханка. Вот, кстати, там в море, сейчас покажу на фото поближе, есть 3 скалы. Они носят такие названия. Справа налево. Самая правая называется Избушка. Средняя скала называется Королева. И третья такая мелководная, Чаечная скала. Вот на этом и все. Спасибо за просмотр.